Мой проект «Апостол платит деньги» успешно работает. За 4 месяца я уже выплатил более 30 миллионов рублей. Сегодня я хочу обратиться к представителям и сотрудникам спецслужб РФ. В частности, к ГУГШ, в простонародье ГРУ, к ФСБ, к службе внешней разведки и, в принципе, к любым военным, которые работают с нашими предателями. Меня интересует информация о предателях среди силового блока нашего. Очень интересные люди из СБУ, ГУР, службы внешней разведки, полиции. В принципе, о любых людях в погонах, которые предали нашу страну и сливают вам информацию. За подобного рода людей я заплачу от 500 000 рублей. Плачу на карты банков РФ или в криптовалюте. Сумма может быть очень большая, в зависимости от уровня человека, которого вы дадите. Также обращаюсь к отставникам силового блока РФ. Если вы уже находитесь на пенсии, я могу очень сильно поправить вам ваше благосостояние. В принципе, все по классике. WhatsApp, он в приоритете для общения. Telegram, куда можно написать. Также здесь появится электронная почта и этот телеграм-канал. Пишите, все анонимно. Готов платить деньги не только в РФ, но и в Украину. В виде доказательств меня интересует переписка, звуковые файлы, голосовые сообщения, фото документов, куда вы платите, как вы платите. Информацию проверять будут от недели до месяца. Суммы большие, поэтому нужно будет подождать. Пишите, пообщаемся. Цель общения со мной? Звонок домой. Звонок домой. Так точно. Более никакой цели нет. Услышать жену, сказать, что все хорошо. Через Красный Крест связывался, а так еще не было звонка. Я понял. Донести обществу ничего не желаете? В целом, что ты донесешь? Что видели? Видел ужас, кошмар. Да. Не желаете ужас, кошмар донести обществу? Я желаю, чтобы люди не сталкивались с войной, в принципе. Я понимаю, что вы желаете, чтобы люди, в принципе, не сталкивались с войной. Давайте тогда проведем простую логическую параллель, цепочку. У вас друзья, знакомые есть, приятели? Да, конечно. Есть. Они могут сюда поехать, как вы? Воевать? Да. Безусловно, каждый может. Это его осознанный выбор. Каждый может. Осознанный выбор тогда, когда он понимает, что происходит. Вы понимали, что происходит? Нет, конечно. Не понимали? Нет, я мобилизован. Я даже понятия не представлял, что и как будет все. А если бы вы понимали, что происходит, ваш выбор был бы более... Я бы здесь никогда не оказался. Так стоит донести до ваших друзей, знакомых и приятелей, что здесь происходит? Конечно. Зачем? Чтобы думали? Чтобы их выбор был максимально осознанный, да? Конечно. Потому что так их выбор может быть неосознанный. Вам что сказали, вы что здесь будете делать? Дайте угадаю. Гуманитарку возить, строить что-нибудь, да, ремонтировать. Ничего не говорили, сказали, вторая, третья линия обороны. Это одна история у всех. Последнее, что я хотел сказать про вторую, третью линию. Да, это одна история у всех. Вы даете добровольное согласие на запись и публикацию нашего интервью? Да. Меня зовут Владимир, если что. Фамилия, имя, отчество, дата рождения, откуда вы? Это секретная информация. Вам она не нужна, так что вот так вот. Это секретная информация. Вам она не нужна, так что вот так вот. Сахалинская область. Это сколько километров до Украины? Довольно-таки далеко. Больше 10 тысяч. Больше 10 тысяч. Вам до Китая ближе, да? Конечно. Мне кажется, вам до Аляски даже ближе будет. Через океан. Чисто по километражу. Да. В Китае никто там не притесняет русскоязычных? Все нормально? Я не знаю, не был в Китае. А в России китаеязычных? Я не сталкивался. А китаеязычные и русскоязычных? Я не сталкивался. Когда вас мобилизовали? 13 октября 2022 года. 22 года. Дальше что было? Как у всех, подготовка, отправка. Понятно, а дальше?
Все, служили там, ну, то на тыловых позициях, то на передовых. Я был механиком-водителем. В основном, ну, если был на передовых позициях, занимался копкой. То есть копкой окопов, копкой траншей. Также попали в плен. Отправили как бы... Изначально задача была окопаться, подготовить позицию для штурма, ну, для наступательных действий. Все, зашли на позицию, были выявлены украинскими военнослужащими. Впоследствии был произведен штурм, были взяты в плен. Вот так вот. Художественно вы рассказать не хотите? Ну, я не, просто как, более открыто как. Мы сидели в окопе, нас было столько-то человек, открыли консерву, поели, Консервы не воды, пахло, чем там пахло, Порох. был рассвет, настроение было прекрасное, отличное, бодрое. Настроение было не бодрое, не прекрасное. Ну, вот такие вещи хочется послушать, потому что, понимаете, в чем дело? Ну, вас же никто не заставляет говорить, Нет. вроде как, да? Мне же хочется, чтобы ваши знакомые, друзья и приятели послушали и, что называется, ощутили. Вы же когда книгу читаете, там же не написано так, как вы сейчас рассказали. Конечно. Попробуйте рассказать как-то вот сначала, ну так, чтобы вот прониклись. Получили приказ от командира подготовить позицию для подготовки для наступательных действий. То есть нужно было окопаться по максимуму, замаскироваться. А где это было вообще? На населенный пункт Новомихайловка. Новомихайловка? Донецкая область. Донецкая область. Угу. Там недалеко от Донецка. 6 человек было с командиром группы. Зашли на позицию. Заходили тяжело, под огнем пулеметчиков, под огнем артиллерии. Но все-таки удалось зайти. Зашли без потерь. Там доползли. Наша артиллерия немножко помогла, подавила. Благодаря этому, собственно, и зашли. Все, были выявлены. Ваша артиллерия уничтожила, да? Не уничтожила, я думаю, подавила просто. Ответный огонь открыла. Подавила это как? Ну, это открывать ответный огонь, и противник на время замолкает. То есть там на небольшой промежуток времени вот нам его хватило, чтобы дойти до позиции, доползти. Да. Доползли до позиции, все, немножко переждали, были выявлены украинскими военнослужащими. Они опять начали отрабатывать артиллерией немного, АГСами. Наши? Ваши, да, ваши. По нам выявили нас, начали по нам отрабатывать. Командира затрехсотило не сильно легко, он смог самостоятельно эвакуироваться. Остались впятером. Командир точно сам себя не подстрелил? Нет, там осколочное легкое ранение небольшое было. От АГСов. Позапрошлая история, говорит, шел, чеку вырвал, короче, за себя бросил гранату, его бам-бам посекло, короче, он говорит, все, я тут. Много таких прецедентов, да, сталкивался. Ага. Ну, а вы лично видели такое или слышали такое? Слышал только, лично не видел. Нет. Все, командир самостоятельно эвакуировался. Должна была прийти замена к нему. Человек уже вышел, я так понял, за место командира, к нам на позицию нами руководить. Это время было уже вечер, сумерки как раз. Начали потихоньку копать. Ждали нового командира. Артиллерия перестала работать, но они не сильно поработали. Немного поработали, минут 15-20. Все, успокоились. Но мы думали, все, спокойно покопаем до утра. Утром по рассвету выйдем с позиции. Ага. Ну, такая была задача. Начали потихоньку копать. Ни приборов ночного видения, ничего с собой такого не было. Один человек стоял, ну как правильно назвать, на фишке, на карауле. На карауле наблюдал. Открыл огонь, обнаружил противника, открыл огонь. Встали в круговую оборону, начали обороняться. Одного нашего военнослужащего российского сразу убили, 2 ранили. Я и еще один товарищ. Обошлось без ранений.
Украинские военнослужащие предложили сдаться в плен. Сразу не согласились. Не согласились, что делали? Отбивались, отстреливались, откидывались гранатами. А где вы находились? Вот там как траншейка такая небольшая была, да, вдоль лесополосы. Откидывались гранатами, отстреливались. Ну, противник начал усиливать огонь из автоматов, из пулеметов. Собственно, подавил нас, что вариантов не было, закидали гранатами. Приняли решение сдаться в плен, чтобы сохранить жизнь раненых товарищей. Ну и свои, собственно говоря, тоже. А не проще было сразу сдаться? Проще. А чего вы не сдались сразу? Первый бой, он самый такой непонятный, что как происходит. Командира нет. Я понимаю, что в следующий раз вам уже будет понятнее. Командира нет, я надеюсь, в следующий раз не будет. Как знать, как знать. Вас спроси бы год назад, так вы бы сказали, что и первого раза не будет. Я никогда не думал, что окажусь в плену, что вообще, ну... А думали, что окажетесь на войне настоящей? Нет, я думал, что до боя, ну, нас не доведут все-таки. Дети есть? Нет еще. Жена есть? Жена, да. Это официальная жена? Да, официально. Сколько лет вам полных? 27. 27. А жене? 37 будет. Жене будет 37. Ну, ваша жена могла бы вас потерять. Вы в курсе? Да. Но вот домой, я так понял, ей сообщили, что я уже погиб. Ну, это, наверное, у вас там какой-то робот, знаете, сидит специальный, чуть что сразу сообщает. Погиб, все. Правда, если вы погибли, то она за вас бы должна была бы какие-то выплаты получить. Ну, возможно, не будет уточним, что там как. Ну, вы же спросите, это важно. Конечно. Вы же за деньги пошли сюда? Я мобилизован. Ну, мобилизовали вас. На момент мобилизации... Чем вас купили? На момент мобилизации военнослужащие, ну, по мобилизации не знали еще, какие зарплаты будут и что вообще предстоит. То есть... Ну, вы второй раз бы вот сейчас, если бы знали бы вот всю эту ситуацию, которая происходит на фронте, вы говорите, не знали. А если бы знали, что бы делали? Старался бы уклоняться. Уклоняться старался бы. Ну, как-то так, в общем, а конкретнее. Ну, а что конкретнее сделать? Против закона ничего не сделаешь. То есть пошли бы? Ну, если бы пришлось. Ну, вот вас сейчас отправят второй раз, скажут, ты же не дослужил. Давай честно. Ну, есть выход. Давай откровенно, давай вперед. Есть же не один путь, есть путь войны, есть путь тюрьмы, есть еще какие-то варианты. Я вам так сразу не скажу, сяду ли я, да, допустим, если, условно говоря, завтра меня думаю, не сядет. отпустят из плена, вернут домой и поставят перед выбором, оставят перед выбором, либо ты идешь обратно воевать на территорию Украины, либо ты садишься в тюрьму, я так сразу не скажу, что я выберу. Потому что там я не был тоже, я не знаю, с чем сравнивать. Ну там-то вы уже были? На войне? Да. К сожалению. Сколько у вас там контракт длится этот? Не контракт. Мобилизация сколько длится? Есть какой-то срок? Она, ну, а как официально по выступлению президента она закончилась, но никаких документов соответствующих не поступало. Нет, какие документы, боже, что вы... Ну вот, документы какие-то хотите? как она закончилась, да, с его выступлением, я больше не слышал, чтобы кого-то призывали из моих знакомых лично. Только если они добровольно шли на контракт. Вот такие случаи. А чтобы по повесткам не было больше. Вы тут не общались с людьми, они вам не рассказывали, как они добровольно пошли на контракт? Не понял. Ну тут же много контрактников. Они вам не рассказывали, как они добровольно пошли? Большая часть это... Именно добровольно, как они пошли на контракт? Ну, военнослужащие, которые пошли из мест лишения свободы, и военнослужащие, которые служат по контракту 2-3 месяца. Военнослужащие, которые пошли с мест лишения свободы. Ну, сейчас они являются военнослужащими, как правильно их характеризовать-то, я не знаю. Понятно. Оцените шансы погибнуть. 90%. В период какого времени? Первые несколько месяцев, если это штурмовые действия. Если это штурмовые действия, наверное, первые несколько дней или часов штурма. Если это более какие-то тыловые позиции, как изначально было у нас, вас все равно доведут до передка, и вы пойдете штурмовать или копать, или что-то делать для кого-то на самом передний край. А там
Там многим не везет. В полях много трупов? Большое количество военнослужащих. И под Донецком тоже? Да. Ну вот на нашем направлении, где мы были, там тела лежат. Неизвестно с какого времени, то есть там видно, что они там не 2-3 дня лежат. Чужих не забирают? Я не знаю. Нет возможности вынести. Я был на эвакуации несколько раз, очень тяжело выносить. Что раненых, что убитых. Во-первых, тяжело физически, во-вторых, война сейчас такого формата, что так просто уже в открытую не проходишь по полю. А вы Тем так более себе группой. представляли войну вообще? Я вообще никак не представлял, даже не было мысли. Понятно. Я думал, это что-то больше как там из кино, я не знаю как. С чего брать примеры, это не с чего брать примеры. Да ну чего, есть фильмы близкие к реальности. За что вообще воюете? Ваша мотивация? Мотивации нету. Вообще отсутствует, да? Ну это точно не деньги, а какой еще аспект может здесь повлиять. Я хочу домой. У меня дома была нормальная жизнь, нормальная работа, семья. Где работали? Работал в угледобывающей компании. Добывали уголь? Не, я ГСМщиком работал. Ну там зарплата должна быть приличная, да? Ну, в среднем нормально, хватало. Какой город? Город, поселок Быков. Ну да, Быков, точно. Короче, на жизнь хватало, вам не жаловались, да? Ну, а насколько вам сказали, вы отправляетесь? Сколько вам надо отбыть в зоне боевых действий, чтобы вернуться домой? Ну, изначально вообще разговоры были про от 3 месяцев до полугода. Разговоры? Разговоры, да. То есть это как-то документально фиксировалось? Нет, никак не фиксировалось. Изначально, а потом? А потом дальше больше и уже безограниченно. Через полгода начались отпуска якобы и все. И дальше уже объявили, что до конца СВО. Ну, ваши вот эти вот друзья-приятели, которые будут смотреть, скажите им, что вы об этом знаете? Если он мобилизуется, сколько он будет служить? Либо пока не погибнет, либо пока его тяжело не ранят, чтобы отправиться домой. Либо пока все не закончится. Но это пока вот в обозримом будущем не видать. Вообще не. Зачем война? Зачем? Это, да. У меня нет ответа на этот вопрос, я не понимаю. Вы задумывались? Я постоянно думаю об этом, что я здесь делаю даже. Хорошо. Кто в этой войне на кого напал? Мы в каком аспекте сейчас смотрим? В далеком? Не понимаю вопроса. Перефразируйте. Я не знаю, как правильно перефразировать, но получается, Россия вторглась на территорию Украины. Представляете, как все просто на самом деле, без аспектов. А в каком еще аспекте можно смотреть? Если брать с 2014 года, то я не знаю конкретно, что тогда происходило и как это все было. В 2014 году российские войска, частично которые находились в Крыму, частично которые зашли туда без опознавательных знаков, да, блокировали украинские войска и помогали местной самообороне, так называемой. Ну, это те же боевики, наемники, которые спонсировали с российской стороны захватывать облгосадминистрации и правительственные здания. Я имел в виду там Донецкую, Луганскую область, не Крым. Так началось же с Крыма. С Крыма все началось? Ну, естественно, с Крыма. Провести вам экскурс короткий. Внимательно послушайте. Значит, Крым не является никакой спорной территорией. И Россия давно признала границы сегодняшней Украины. Это были российские солдаты или нет? Это были местные силы самообороны. За спиной сил самообороны Крыма, конечно, встали наши военнослужащие. Я не скрываю. Конечно, это факт, мы никогда его не скрывали. Наши вооруженные силы, прямо скажем, блокировали вооруженные силы Украины, расквартированные в Крыму. Комментарий. Это президент моей страны, что тут скажешь? Причем здесь президент вашей страны? Я понимаю, что это президент вашей страны. Я говорю о том, о чем он сказал.
То, что русские войска участвовали. Ну, так, как я сказал. Да. Дальше был такой, назначен премьер-министром такой Аксенов. Это глава Крыма, да? Да, типа премьер-министр. Вчера смотрели его по телевизору. Да. Ну так это же незаконно избранный премьер. Это после того, как они блокировали, после вот этих действий всех, после захвата правительственных зданий, Россия поставила своего якобы премьер-министра, который уже вещал якобы от имени крымского народа. Вот только это все неправда. Неправда, потому что до сих пор в Крыму остается очень много людей, которые именно хотят вернуться в Украину. И это тоже, в общем-то, ни для кого не секрет, потому что, ну вот, например, Крым. Да. Вы не боитесь контрнаступления? Мы за Украину. Да. Вы не Этот ролик я боитесь? видел. А? Этот ролик я видел. Видели? Этот ролик, да. Второй там, где он уже приносит свои... Нет, с молодыми парнями. Не, я вот Понял свою глупость. В первую очередь извиняюсь перед гражданами Российской Федерации. Извиняюсь перед страной. Нет, этот не видел. Как вы думаете, он здесь искренне говорит или он искренне ответил на улице? Скорее всего, на улице. Логично. Это не парни, это девочки, которые танцевали под Верку Сердючку, просто аниматорши. И я думаю, они далеки от политики. Но их тоже заставили извиняться. Соответственно, очень, когда мне кто-то говорит о том, что крымчане, они там за Россию, ну, ребят, ваше мнение не репрезентативно, потому что люди в Крыму не могут просто сказать, что они за Украину, потому что с ними будут делать вот такие вот вещи. А если массово выйти на протесты? Да, серьезно? Ну, Вы я сейчас не знаю. вернетесь, выйдете массово на протесты? А кто будет выходить-то у нас? Ну, вопрос, кто будет уходить. А кто будет выходить на протесты, если у вас правоохранители моментально, ну так называемые правоохранители, их запакуют? Но у нас в Хабаровске, вы не слышали про ситуацию с Слышал, губернатором? вы выходили там? Там люди долго ходили, ну правда. Фургал, да, фамилия? Да. Что с Фургалом стало? Посадили его. Но тем не менее люди там могли высказать свое мнение. Могли. Какое-то время. Раньше еще могли. Сейчас и этого не могут уже. Ну, с Навальным знаете, что случилось? Погиб. Погиб? Ну, убили, я не знаю. У нас же мы с внешним миром не связаны никак. По слухам, вот убили его там в тюрьме. Тело не могут найти. Не, ну я склоняюсь, конечно, к тому, что его все-таки убили. Потому что чего бы ему брать и умирать вот так вот ни с того ни с сего. Просто до этого за день он был на суде, попал на видеоконференцию и выглядел, не сказать, что хорошо, но не предсмертное. Пересмертное. Вот. Не предсмертное состояние. А потом взял и умер. Ну, так же редко случается. Вот. Поэтому, если раньше можно было выходить и высказывать какое-то свое мнение, то сейчас его вообще нельзя. Я почему о Навальном спросил? Так даже тело не хотели отдавать. Так нам говорили, что его тело пропало из колонии. Не, якобы вроде бы отдали матери тело, но под договоренность, что спокойненько похоронят, не будет никаких ничего. Ни экспертиз, ни этого, типа, ну, ни расследований. Ну, в крайнем случае, не будет массового собрания народа, это точно. Вот. В крайнем случае, не будет массового собрания, это точно. А по поводу свободы слова, которая сейчас, ну, могу показать один-два эпизода. Вместе со своими татуировками. Так, кто-то парень идет на рожон. Вышел с пустой бумажкой. Повторяю, требую прекратить ваши противоправные действия. Домой. Продолжаем. Куда вы его толкаете? Все, забрали. У нас люди ходят и высказывают свое мнение по поводу того, что им нравится или не нравится в действиях наших на Украине. Это приговор, протокол какой-то. Я просто хотела спросить, как вы думаете, если здесь просто сказать два слова, меня за это сейчас арестуют или нет? Вас уже задерживают.
ума сойти. С ума сойти. Но самое эпичное будет сейчас. Вы снимаете только оппозиционеров, да? Всех снимаем. Всех снимаем. Ну, а тех, кто, например, не выходит на митинги и кто считает, что военная операция, которую развернула наша страна, таких снимаете? Да. Мы все мнения показали. Вот я тоже хочу высказать тогда свое мнение. Скажите. Меня устраивает то, что... Ее устраивает, да? Это шок-контент. Человек пришел сказать, что ее устраивает. Короче, это так, кратко. Есть вопросы по свободе слова? Да, все понятно. Слышали когда-нибудь такую вещь, как военная диктатура? Ну, да. Как думаете, в России сейчас военная диктатура или нет? Но ведь большинство людей сейчас идет сами. Они видят в этом какую-то правду, я не знаю почему. Ну, это же, я их не встречаю. Это же не назвать диктатурой. Что-то я их здесь не встречаю. Ну вот контрактники, большинство вот этих контрактников, которые по 2-3 месяца служат, они же сами идут, их никто не заставляет. Заставляют. Да как? Так. Они все открыто говорят, что мы идем сюда зарабатывать деньги, чтобы там... Нет, которые идут зарабатывать деньги, те идут зарабатывать деньги. Это военная диктатура, смешанная с тем, что народ довели до нищенского состояния, когда они выбирают, чтобы погасить там какие-то кредиты, или же их там посадили в тюрьму, они выбирают. Это понятно. Но это тоже признаки военной диктатуры, потому что только в государстве с военной диктатурой это возможно вообще. Вот. Когда людям создают условия, что они вынуждены идти на войну. Они же не с радостью идут. Они идут, чтобы погасить кредиты какие-то свои. Вот. Но есть ведь и много других случаев. Вот, например, прошлый, который у меня здесь был, я сейчас по фамилиям всех не помню, ему никак не могли военный билет выдать. Он пришел его брать, но ему говорят: друг мой, поедешь. Ты мобилизован, да? Нет, ты подписывай контракт. То есть контракты тоже склоняют. Ладно, мы отвлеклись, я уже хотел добить экскурс, а добить экскурс остается Донбассом. Донбассом остается добить экскурс. Так, где у нас тут? Вот. Кто такой Гиркин? Слышали хоть раз? Нет? Стрелков Гиркин, я не знаком с его, как правильно сказать, работами, но я слышал про него. Немного информации. Ну кто он вообще? В последнее время политический обозреватель, или как правильно его назвать-то? Вам следующие слова, которым вы охарактеризовали как конфликт на Украине. Спусковой крючок войны все-таки нажал я. Если бы наш отряд не перешел границу, в итоге все бы кончилось как в Харькове, как в Одессе. Было бы несколько десятков убитых, обожженных, арестованных. На этом бы и кончилось. Это мои слова, я их сказал про Хану еще в 2014 году, да. И в принципе в них содержится правда. Я говорил то, что считаю правдой. Действительно, если бы наш отряд не пришел на Донбасс и не стал бы ядром сопротивления, ядром русской весны на Донбассе, то, скорее всего, без этого ядра русская весна была бы подавлена за русскую. Война людей не идет. Это кто? Макаронов. А где? Погиб? Не, где находится? Находится это Донецк. Донецк. Да, это там 14-й год, по-моему. Это стат у нас здесь. Понимаешь? Короче, поверьте на слово, что он сейчас еще штук 5 этих снарядов выпустит в разные стороны. Ну, по нашим средствам массовой информации его сопоставляют как героя там, Донецкой народной республики. Да, даже музей ему сделали, там трусы Моторолы, шапка Моторолы, все Моторолы. Да, я согласен. Ну, пусть сопоставляют, но вот я вам показываю, вот человек в Донецке. Я с таким материалом не сталкивался. У меня много такого материала, огромное количество. Просто вы же не можете с ним столкнуться, если вы его не искали. Да. Так что россияне делали в 2014 году в Донецке и Луганске. Крым прошли, дальше у нас Донецк и Луганск. Что они там делали, что они там забыли? Пришли защищать? Честно сказать, я до
13 октября 22 года даже не задумывался об этих действиях. Проблема в том, что если бы они туда не пришли, то не было бы кого и защищать. Возможно. Нет, это точно. Не, ну как сказать? Гиркин здесь прав. Было бы несколько десятков арестованных и, возможно, даже бы погибших. Ну, несколько десятков. По сравнению с сегодняшними цифрами, да, это бы обошлось легко. Не надо сравнивать с сегодняшними цифрами. Надо сравнивать в том, что есть государство, Украина, у него есть какая-то там внутренняя проблема, мы ее берем, эту внутреннюю проблему себе и решаем. Это я понимаю. Без вас. Потому что ваша защита Донбасса закончилась вот такими вот штуками, например. Вот Мариуполь 14 и 22 год, как он выглядел. Вот как он выглядит сейчас. Вот Северодонецк был, стал. Авдеевка была, стала. Бахмут был, стал. Понимаете? Да. Вот это вот ваша защита. Вопрос. Вы оккупант? Вы меня считаете оккупантом? Давайте как-то по очереди. Ну, по всем параметрам, да, оккупант. Конечно, я считаю вас оккупантом. Можете еще спросить, почему я считаю вас оккупантом? Ну, а как еще считать? Человек с оружием, гражданин одной страны приходит с оружием в другую страну. Он оккупант? Ну, наверное, да. Ну так что-то вы для себя взяли из нашего разговора или вообще ничего? Взяли, конечно. Взяли. Главное, чтобы донесли. Здрасте. Добрый день, меня зовут Владимир, я журналист из Украины. Ваш муж у нас в плену, как вы знаете. Таня, тихо! Угу. Будете с ним разговаривать? Конечно. Разговор под записи для публикации. Все поняла. Привет. Привет. Сколько у нас времени идем? Я не знаю, сколько у вас Несколько минут. Я имею в виду на разговор. Несколько минут. Достаточно, говорите. Короче, я завтра опять в часть поеду. Ты не переживай, я все давно делаю, все это. Статус твой меняют, ты был там вообще заблокирован. Через Красный Крест я узнала, что ты жив 28 февраля и сразу поехала. 28 февраля? Это Ой, завтра. января, Тём. Угу. Января. А 31 декабря я тебе, кстати, письма твои сегодня ночью получила через Красный Крест. Все 3 бабушкина, бабушке передала. И сегодня уже отправила тебе ответ. Хорошо. Так, что еще быстро сказать. Короче, сразу поехала, статус твой менять. До сих пор, уже поменяли. Каждый раз ему звоню, каждый день все это езжу. Завтра опять поеду. Подтверждение вести. Вот. И все. 31 декабря в 6 часов вечера мне сказали, что ты погиб. Сейчас тебе позвонили. Сказали, что погиб, но достать не могут. А Джубуль мне писал, что он твое тело нашел. Что тебя 9 февраля домой отправил, что он тебя тащил. Короче, что мы пережили, ты не представляешь. А кто это такой, Чугуев? Знакомый, как товарищ боевой. А как, откуда он мог знать? Откуда он мог знать? Не знаю, он мне просто написал. Ну, он с вами там был в этом окопе? Траншейке? Нет. Он в этот выход с вами не ходил? Я с ним здесь давно не виделся. Ага. То есть он не был с нами даже. Я имею в виду, что он нафантазировал чисто жене вашей? Да. Я слушаю сам так же, как и вы слушаю. Так я уже уточняю. Да, он мне там всякой ерунды наговаривал. Он, кстати, сейчас раненый. Раненый? Да, он сбежал домой, потом вернули назад и ранили. Вот, с бабушкой связь держим, вот письма, все. Письма отправила от своей руки, она не смогла написать. Она мне продиктовала, я написала. Все, что еще? Так расскажи поподробнее, позвонили, что сказали-то? Позвонили, сказали, здравствуйте, я там такое-то звание не помню, психолог. А откуда представился, с какой части? С Хабаровской. Хабаровской.
Ваш муж погиб, но будет числиться без вести пропавшим, так как эвакуация тела не представляется возможной. А на какой срок ничего не говорили? Нет, не сказали вообще. Я ездила туда, говорю, как так? Анжела Малея мне помогла, она показывала, куда ездить. Со мной ездила. Я ездила. А 7 января пришлось все в руки брать, в день рождения. А 9-го я сидела с твоей фотографией, разговаривала, которую ты мне оставлял маленькую, помнишь? И не верила, что ты мертв, ничего не чувствовала вообще, знаешь, не было. Думала, крыша поехала, начала искать тебя 9 февраля. Ой, января. Вот. А в конце января вот мне Красный Крест сообщил, что ты живой. И послание твое передали, по которому я поняла, что это ты. Все, я в часть. Ну, так он уже пленным числится у вас? Я пленным уже? Я уже в пленном числюсь или еще нет? Да. Уже военнопленный? Да, уже все. Я говорю, я бегала, 2 недели я там жила днем, прям вот с утра до ночи, чтобы поменяли. Они мне говорят, доказательства. Я говорю, вы должны. Поменяли. Все. Так им же Красный Крест написал, они что, ему не верят, что ли? Красный Крест же им писал, они что, не это? Ну, толку не было. Они сказали, никто... Я говорю, вам что не сообщили, а ничего не сказали. Вот. Короче. Потом вот поменяли где-то 1-1.5 недели назад уже тюрьму. Все, пленный, все, да? Пленный, да. Да, но документов у меня на руках еще нет. У меня документы 22 числа, что ты без вести пропавший. Но он сказал, он будет делаться долго. Там надо на Украину, то есть все. Я говорю, мне важно, чтобы поменяли статус, все. Что надо на Украину, то все? Документы какие-то отправить, они говорят. Чтоб официально был без вести пропавшим, не на Украину, но туда, к командиру части поедет там. Вам Украина его вон онлайн транслирует, что вам надо сюда отправлять? Мы вам его транслируем, знаете, с какой целью? Чтобы вы его побыстрее домой забрали. А вашим этим товарищам, которые не товарищи, им еще надо что-то куда-то отправлять, да, им недостаточно? Ну, мы видео опубликуем, разговор со мной. Меня больше интересует вас спросить, вот, а если бы он все-таки погиб? За что бы он погиб? Ну, рядом с ним реально там погибло несколько человек, то есть рядом с ним. Так кучу трупов видел, вообще в полях лежат. Вот, потом послушайте. Шансы выжить оценивает как, точнее, шансы погибнуть оценивает как 90%. Да, или да, совершенно. У меня могут спутаться разговоры просто. Ну, вот если бы он все-таки погиб, за что? Не знаю. Ну как? Не мы же, ну как, ну не он же хочет погибать или убивать, понимаете? Заставляют, едут, воюют. То есть, ну, погиб за то, что заставили погибнуть, что ли? Не знаю, не могу ответить вам на этот вопрос. Но? Что но? Ну, он же туда не сам оторвался, да, воевать. Заставили, отправили. Не, ну он мог бы и не поехать. А как он не поехал? Если бы не поехал, его бы посадили. Вы видели такое, что кого-то сажают? Да. Именно вот гражданских людей, которые отказываются ехать, их сажают? Да. Насколько сажают? По-моему, 6 лет вот Денису дали, знаю конкретно человека, не помню, не знаю фамилию. Вот, Тёма его знает, его посадили. Знаете? Он военнослужащий. Она неправильно говорит. Вы неправильно говорите, он военнослужащий. Вашего немножко. Он кадровый военнослужащий. Он, ну вот, ваш муж говорит, что я придумал. Он не гражданин. Он уже будучи военнослужащим попал под суд, он не гражданский. Ты неправильно поняла вопрос немножко. Ну, все, я имею в виду гражданских. Вы видели таких гражданских, которых сажают, которые отказываются? Потому что я что-то ищу, не нахожу. Вот вам всем вот это вот лапшают, что посадим. И все верят, идут. Ну хорошо, ладно, допустим 6 лет. Пусть так, 6 лет. С вами рядом сколько человек погибло? Прямо на ваших глазах. 1, 3 раненых, 1 погибший. 1, ну хорошо, 1 погибший. Но это вот только в этой ситуации. Ну вот только вот в этой вот последней ситуации, где он попал в плен, с ним человек рядом погиб. Ему сколько лет дали?
Пожизненно, правда? Ну да. Как бы. То есть, если люди идут сюда, и шансы погибнуть у них 90%, а это правда, ну, мне кажется, что 6 лет это здесь, ну, как бы более щадящий вариант, нет? Не знаю, ну, все-таки не думали, что так разовьется эта война. Ну, все-таки да. кончится, что мирно как-то власти наши договорятся. Как же они договорятся? Ну, идите к себе домой и живите. Все, договорились. Смотрите, как просто. Это же не мы придумали, понимаете? Я понимаю. Нет, вы ведете к тому, что вы, ну, как крепостные, типа, в этой ситуации. Да, вас отправляют, вы идете. Бурлаки на Волге. Ну, получается, что... Ну, вроде того. Это я все и так понимаю прекрасно. Мне хочется просто, чтобы вы задумывались, а за что? Ну, вот за что они воюют и в том числе гибнут. Ранения получают, калеками остаются. За что? Да мы об этом задумываемся с самого первого дня. Ну, вот ход мысли, ну, выводы. Мне очень хочется, чтобы эта война скорее закончилась, и все. Ну, слушайте, ну я понимаю. Я правда не хочу вас мучать, у меня нет такой задачи. Мне хочется, чтобы вы понимали. Но я вам просто намекну, что когда одна страна вторгается в другую, и как в данном случае произошло, и как я уже показывал материалы сегодня вашему мужу несколько цитат даже вашего президента, который сначала говорит, оккупация Украины не входит в наши задачи. А потом говорит, что получили новые территории, и это как бы хорошо. Я вам этого еще не показывал. Я не показывал. Покажу сейчас. Вот. То, наверное, цель вашего президента, который это все объявил, как бы начал, и из-за которого они сюда идут, захват украинских территорий. Так вот, ваши люди гибнут и воюют за захват территорий. При этом эти все территории после их захвата, они становятся, ну, непригодными абсолютно для жизни. Я ему это тоже показывал, и сможете посмотреть. Это просто вам для понимания, за что вы воюете и гибнете. За захват территорий. Встречный вопрос, а они вам нужны? Мне абсолютно нет. Вам нужны города разрушенные? Удовольствие получаете? Мне эта война абсолютно не нужна. Я понимаю. Ни вам, ни ему, никому. Я, знаете, я также летала в Донецк уже во время войны, да? И я видела этих людей, и мне их также жалко. Не я эту войну хочу, понимаете? Ну, это когда было? В каком году вы летали? В 2002. 22. В 2003 феврале. 23. В 23-м. Ой, да, в 23-м, извините, голова просто. И что вы там еще видели, что вы там слышали, там в Донецке? Ну, весь разгробленный город, весь расстрелян, замученных людей. Вы знаете, что до 2014 года это был, ну, один из самых процветающих, развивающихся регионов Украины? Да. Там все было красиво, все развивалось, люди нормально жили. Ну, а потом посмотрите, в общем, это я больше в качестве экскурса. Ну, мужу я вашему уже показывал, почему это случилось, почему случилось то, что случилось, чтобы вы просто в курсе были себя. Все, забирайте его с плена, это от вас зависит. Я езжу туда каждый день, честно. Правильно, и продолжай. Мне пришлось доказывать, что он жив. Я слышал все. И завтра, вот у нас сейчас ночь, у нас сейчас... Скажите спасибо, что вам еще гроб не привезли. Спасибо. Ну, некоторым привозят запечатанный гроб, говорят, там ваш муж, сын. Говорят, откройте, покажите, говорят, нет. Нельзя. А? Нельзя, говорят. Ну да, не, ну привозят, что я придумал. Да, есть. Ну, привозят. Ладно, говорите там. Давайте быстренько заканчивайте. А у нас немножко времени. Как там бабуля? Нормально, хорошо, что... Привет, как дела? Все хорошо, это... Каждую весточку я позваниваю, сразу говорю, вот там фотографии, все. Бабушке тоже позвонили, что я погиб?
Да. Да? Какие молодцы, смотри, заботливые, вообще красавцы. 31 декабря. Работают. Угу. Новый год был. Недаром хлеб едят свой. Отправила в Долин, сидела в коме, ну, пока вот до дня рождения, потом начала тебя искать. Не знаю, мои письма помогли, как, я не знаю, я прям везде, у меня все осталось, знаешь, это. Сашке этой волонтеру отправляла, только ей отправила, а у нее муж тоже погиб, там, представляешь? Вот, и как узнала, она сразу полетела, это была пятница, ночь, когда я узнала, что ты живой. В первый понедельник я уже полетела, была в части. Вот, все это, писала рапорта в прокуратуру, писала с прокуратуры, вот ответ мне пришел, что передал в часть. Вот, все делала. Все, не плачь, все нормально. Посылку, вот то, что не, ты писал, нормально. все. Не помню. Для нашей ситуации это самый идеальный выход, который мог быть. В вашей ситуации, да. Ну, кстати, как вы думаете, вам вообще повезло или нет? Конечно, безусловно. Повезло. Конечно. Даже люди с очень тяжелыми ранениями, где оторваны конечности, они считают, что им тоже, безусловно, повезло, что они живы в этой ситуации. Поэтому... Просто остаться в живых в какой-либо форме здесь, да, это уже неплохо. Это уже огромное везение. Все, говорите пока-пока и... Надеюсь, скоро вернусь домой. Ты хоть голодный? Конечно, нормально все. Конечно, голодный. Посмотрите на него, какой худой. Одна кожа и кости. Где лучше ели? Там на передовой или здесь в плену? Здесь в плену. В плену получше, да? Ну, так о чем разговор? В плену лучше кормят, чем у вас в армии, представляете? Да, я читала, вы знаете, читала и спрашивала, спасибо огромное. Просто у меня 1,5 месяца... Ничего личного, просто международное право, которого мы придерживаемся, а вы нет. Убеждали, что ты погиб. Говорили, как ты погиб. Все, не Говорили, плачь. что ты погиб. Тут даже рассказал историю, как вас выносил там куда-то, ничего себе. Да, я думала, у меня крыша едет, я не верила, сидела, смотрела. Верила. Малей живой? Да, живой, на Сахалине дома. А что с ним? Раненый, что ли? Малей? Да. Да, он на Сахалине, он раненый. Его ранило, вот, вышел. Тоже тяжело очень выходил там. Ладно, понятно, все понятно. Давай, всем привет, бабуле, маме. С вами мальчик молодой был, самый младший. Малой погоняла, где он? Он... Это же можно, да? Да, Говорите, пожалуйста, вы можете по фамилиям даже сказать, нет проблем. Я не знаю фамилию, у него позывной сына. Красный Крест собирал про него информацию. Нас, когда эвакуировали украинские разведчики, он остался на позиции там, где нас штурманули. То есть он был тяжело раненым, мы не смогли его, не смогли. Его должны были эвакуировать украинские военные на следующие сутки, я так понял. И все, и по нему нет больше информации. А на следующие сутки мог начаться обстрел, и эвакуация была бы невозможной. Нас когда штурмовали на этой позиции, мы провели сутки с вашими военнослужащими. И понятно. Все сутки по нам артобстрел шел. Мы же это ничего не скрываем. То есть наши не эвакуировали, ваши разведчики, а его должны были эвакуировать, группа эвакуации украинская на следующие сутки. Ну, допустим, не эвакуировали даже. Все, она просто спрашивает, что с ним. Родители, наверное, ищут. Так а вы не знаете, эвакуировали или нет? Нет, мы потом, где находились в подвале, его не привезли. Сказали, скорее всего, не получилось его вынести. Ну, он не жив. Ну, когда я его последний раз видел, он был жив. Ну, давайте возьмем логично. Если наши его не эвакуировали, а они его не эвакуировали, если бы его эвакуировали ваши, чего они, как правило, не делают, то он бы уже вышел бы на связь. А на связь он не вышел. Больше того, говорят, что он, Может быть, я не знаю, но я его не видел. В плену? Все понятно. Да, говорят, моя мама... Не, его могли же в госпиталь сразу отвезти. Могли. Если тяжело раненый, да, он тяжело был в госпитале, да. Он был жив, когда я его последний раз видел. Насколько ранен тяжело просто? Ему помощь оказали, кровь остановили, как бы он сутки продержался. Просто он не мог идти сам. Наши оказали помощь, только не забрали. Да. Ну, видите, какие. У вас же говорят, мы нацисты вроде, не? Говорят. Или я путаю что-то? Говорят. А нацистов много тут увидели вы? Ну, я пока не сталкивался. Пока, да? Ждешь еще? Нет. Надеюсь, не столкнусь. А веришь, что они есть тут реально? Ну, я не видел ничего.
Ну, ты достаточно много уже украинцев повидал вообще? Только военнослужащих. Военнослужащих. Вот я приехал. Вот здесь вот охраняют зону. Здесь что, нет. Нацисты? Здесь нет. Военнослужащих тоже нацистов не видел. Хочешь, я тебя одену в форму российского солдата, выведу на улицу? Нам предлагали. Покажешь мне там нацистов? Нет. А ты знаешь, что ты для них, для всех нацист? Реальный? Знаешь почему? Потому что мы здесь находимся. Потому что нацисты вторгаются в чужие страны, они дома у себя сидят. Там Симонян не в курсе с Соловьевым, нет? Вы им расскажите, когда вернетесь. Ну все. Все, давай, моя хорошая, я тебя очень люблю. Ну хорошо будет, мы ждем тебя, все делаем. Давай, Данил, чтоб маму слушался. Скоро приеду. Все. До свидания. Мне так нравится. Пока не видел. Типа вот когда-нибудь увижу. У меня вообще стиль общения такой, вы же заметили, я постоянно пользуюсь словами. Вы пытаетесь сказать обо всем и ни о чем и сказать крайне аккуратно. Я вам сейчас покажу вот как раз этот момент про цели СВО вашей. Да? Только не надо опять говорить, это мой президент. Бо я понимаю. Я хочу по сути услышать, понять, вы за это гибнете или не за это. Ну, то есть, когда я говорю, что вы гибнете за захват наших территорий, достаточно ли обоснованы мои слова? В наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой. Появление российских войск под Киевом и у других городов Украины связано не с намерением оккупировать эту Конечно, страну. нет. Просто приехали. Такой цель. Да. Что касается длительного процесса результатов СВО, ну, конечно, это длительный процесс, может быть. Так, но потом вы упомянули о том, что появились новые территории. Ну вот, и такой все-таки значимый результат для России. Да, это ваш президент, я понимаю, дальше. Ну, закрытую заявлять, что оккупировали территории. Что оккупированные территории – это значимый результат. Как? Для России. Да. Правда, изначально оккупировать территории цели не было. Так? Я ничего не придумал. Изначальная цель спецоперации – денацификация и демилитаризация. Охренительно. Теперь объясните мне. Я не знаю Никто не этих знает. слов. А вот вам факт. Его спрашивают, а какие же все-таки результаты? Вот он говорит, вот результаты, да. То есть цели, то есть значительные в том плане, что оккупировали новые территории. Имеет в виду часть Запорожской, часть Херсонской области. Куда никто никого не звал, и никто никого не ждал. Ну, если кто-нибудь там заикнется про референдум какой-то, я просто хочу сказать, ребят, вас обманули. Референдумы не проводятся под дулами автоматов. Если войска одной страны зашли на территорию другой страны, а потом там типа проводится какой-то референдум, никто его всерьез воспринимать не будет. Конечно. Я говорил с людьми. Даже говорил с людьми на деоккупированных территориях Херсонской области, где вы типа провели этот референдум, а потом... Это непосредственно сам Херсон, да, получается? И сам Херсон, и там несколько населенных пунктов под Херсоном. Да, бабушка говорит, да, я ходила с этой скрынькой по улицам, куда типа как должна была собирать голоса. Да, говорит, почти все выехали. А те, которые не выехали, даже двери открывать не хотели. Но, говорит, и я не хотела туда ходить. Но у меня сыну, внуку нужны лекарства, по-моему, инсулин, если я не ошибаюсь. Ну и ей сказали, пойдешь, дадим, не пойдешь, не дадим. Вот такой референдум. А про то, что действительно происходит, так же есть, как бы, вот, гауляйтер. Если кто-то думает, что я придумал, то это гауляйтер Лазурного, Херсонская область, фамилия его Дудка. Можете проверить, что это он и что это действительно происходит. Уже официальный документ о том, что медицинские препараты, приобретаемые с бюджета Российской Федерации,
гражданам иностранным, то есть гражданам Украины, выдаваться не будут. В первую очередь это касается инсулиновых, которые на себе уже прочувствовали, как быть гражданином другой страны. Это первое. Второе. Точно так же будет касаться выдачи гуманитарной помощи и других вопросов тех людей, которые до настоящего времени не оформили паспорта страны, в которой они проживают, паспорта страны, которая их кормит, которая дает им пособие, выдает гуманитарку и обеспечивает их безопасность на этой территории. Именно безопасность, потому что то, что творят наши так называемые ждуны, уже вышло за всякие пределы, граничащие не то что за... Это, я так понимаю, чиновник, да? Гауляйтер это кто? Это оккупационный режим. Ставит из оккупированных территорий какого-то, да, чиновника, который служит теперь оккупационному режиму. Ты же слышишь, как он разговаривает? Говор у него. Понятно, что это человек, который, скорее всего, по-украински говорил всю свою жизнь. Вот его туда поставили. Нет, я имею в виду, это именно чиновник, да? Он, ну, то есть официальное лицо, так заявляет. Да. Я же сказал. Лазурное. Ну. То есть, типа, не возьмешь наш паспорт. Ну, на самом деле, опять-таки, такого очень много. Я же показываю эпизодично. Не возьмешь наш паспорт, не получишь инсулин. Вообще классные ребята, вообще ни разу не нацисты. Ну не только инсулин, там гуманитарная помощь. Вообще сдохни. Мы пришли, мы оккупировали твою территорию, мы лишили тебя нормальной жизни. А теперь, если ты не будешь делать так, как мы тебе скажем, ты сдохнешь. Вообще не нацисты ни разу. Так что так. Думайте. Ну еще вернешься сейчас домой, тебе скажут, снова поедешь. Да? Не знаю, я надеюсь, что нет. Я понял. Даже не уверен в этом. Все-таки Россия должна придерживаться Женевских конвенций. А вообще международного права какого-то Россия должна придерживаться? Конечно, как любое государство. Да, а что же она тогда развязывает полномасштабную войну в 21 веке в центре Европы? А Красный Крест к тебе приедет в следующий раз? Ты спроси членов этого Красного Креста международного, красавчиков этих, спроси, молодцов этих, спроси, а к украинским пленам в Россию они вот так вот ездят? Я разговаривал на этот вопрос задавал. Они говорят, что российская сторона не позволяет, она допускает сотрудников Красного Креста, но на короткий промежуток времени, то есть они не успевают поработать со всеми военнопленными. Я бы хотел тоже поговорить с этим человеком. Не, серьезно, вот он говорит, допустим, здесь им дали поработать, да, 2 недели, с возможностью продления, там они продлили еще там несколько дней, да, остались, потому что поступили новые военнопленные. А в России они работают 3-5 дней и все, и то есть там больше, огромное количество военнопленных, которые не успели, как правильно сказать, поработать с ними. Не письма написать, ничего. Да. Просто дело в том, что на официальном уровне они никакой информации не дают. То есть он вот тут вот чешет, вот это вот, типа пытается смягчить, что, нам там дают, но вот дают вот не так, как здесь. А на самом деле почти что вообще, можно сказать, не дают. Дают для вида там иногда. При том, что здесь Красный Крест, он документацию привез, вот тут вот про обращение с пленными, там каких-то плакатов расклеил. Я посмотрел бы, как они там в России в тюрьмах что-то там порасклеивают. Тем более, что у них даже официально. Вот у нас можно официально увидеть, где находятся где находятся российские военнопленные. По этим карточкам, да, которые не завели? В интернет заходишь, лагерь для военнопленных. 1, 2, пожалуйста. В смысле, местонахождение само? Пожалуйста, да, вообще, все. То есть понятно, что здесь по Женевской конвенции находятся российские военнопленные, здесь, там, да, вот тебе реквизиты, все дела. Покажите мне, да, нате, я вам Яндекс могу скачать, найдите мне, где содержатся украинские военнопленные. Как бы не до сравнения. Ладно, мы в конце каждого видео традиционно предлагаем обратиться к своим знакомым, друзьям и приятелям. Собственно, то есть, с чего начали, да. И порекомендовать им от себя, стоит им мобилизоваться или не стоит. Только не надо говорить, что у них своя голова на плечах, я это прекрасно знаю. Я имею в виду, исходя из вашего опыта. Вы бы посоветовали бы им? Я бы всем посоветовал остаться дома.
Да? Всем, кто собирается принимать участие в войне, я бы посоветовал остаться дома, подумать, прежде чем принять решение, подумать очень много раз, исходя из личного опыта. Ничего хорошего вы здесь не встретите. И еще раз важно отметить этот момент, который вы сказали с супругой экспромтом, что остаться в живых — это, в принципе, большой факт. Это уже большое везение, да. Даже с тяжелым ранением, с потерей конечности, это уже огромное везение остаться живым. Ну, надеюсь, кто-то услышит. Ладно.